по затоке, по такой небольшой. Очередной камушек. Сектор Минск. Против вас играет ведущий инженер Александр Нехайчик. Город Минск. Внимание! Предметы для работы. Господин Клекель, да, господин Ильич. Представьте себя древним китайцем и обладателем необычной профессии. Для работы вам необходимо, как видите, яйца и сетка. Она там в несколько слоев лежит. Большая, не правда ли? Внимание, вопрос. А в чем же заключается ваша работа, господин Клекель? Жонглер, возможно, бросает яйца, боится, что попали, за сети не разбиваются. Необычное, что вообще должно быть необычное. Какого-то хищника, может, ребята. Кто-то высаживает, приходит или есть, да, чтобы очень большой. Что-то поймать. Тогда это приманка или абсолютно что? ровная поверхность должна быть для чего-то. Бумагу делают. Писатель какой-нибудь может Бумагу быть. делают. Необычная Как Яйца нет. Яйца Ну, яйцо покатится, если не будет ровной Не-не-не, поверхности. Ребят, почему огромная сама по На себе сетке сеть? сохла бумага, это точно. Ну хорошо, давайте. Нет, Два смотри, яйца мы зачем? что-то зачем яйцо? Обернуть вот так что-нибудь. Фарфор. И что еще? Ребят, Необычные необычная для люди. Китая профессия. Да нет, вообще, мне кажется, необычная просто. Ювелир какой-нибудь. Татуировщик. Не знаю. Что можно завернуть? Вот они Ловить какого-то хитрого. С помощью яиц можно температуру еще определять, когда... Что? Ну, ловкость, понятно. Ну, фокусник все-таки мало яиц для этого. Но, тем не менее, стянуть ее. Определять что-то, ребята, на ощупь может быть. Профессия. Моряк. Тишина в команде. Господин Полевой, кто будет отвечать? Ну, какая-то единственная вразумительная версия была от Дениса Рыбачука. Господин Рыбачук. Итак, в чем же заключается ваша работа? Моя работа заключается в том, что я фокусник, в частности жонглер. И чтобы обучиться этому ремеслу, я подбрасываю яйца, очень боюсь их уронить, а все-таки так как роняются часто, вот натянута сетка еще, чтобы они все-таки не разбивались. То есть вы, стоя на сетке, натянутой, жонглируете яйцами. Угу. Ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Господин Рыбачук, вот обратите внимание, вы дали версию, а ведь вы даже предметы в руки не взяли. Вот они лежат на подносике, а что они там делают? Для чего мы вам их выносим? Чтобы вы полюбовались на то, что есть яйца и сетка? Господин Полевой, вот возьмите яйцо в руку. Вот какое оно? Вот так, по ощущениям. Круглое и теплое. Оно сырое, господин Полевой. Вот так вот вы не сделали, а должны были. А сетку вы в руки взяли, как капитан команды и самый опытный игрок? Возьмите в сетку в руки. Она тоже сырая? Она не то что большая, как я сказал, а еще и длинная. Господин Полевой, китайцы завернули яйца в сетку, обмотали сетку вокруг тела и таким образом высиживают цыплят. Вот такая хитрая профессия в Древнем Китае. Давайте посмотрим, как наш ассистент это сделает. Вот что вам нужно было сделать. Обмотать сеть, взять яйцо и вот таким образом высаживать. Ведь китайцев больше миллиарда, а куриц-то у них, наверное, меньше. Счет становится 3-2. Я поздравляю ведущего инженера из Минска Александра Нехайчика. Он зарабатывает 500 тысяч рублей своим собственным умом. Да, господин Медник прямо поражен, как вы, Алексей, не взяли такой, в общем-то, достаточно нетрудный, на мой взгляд, вопрос. Я поражен тем, что не понимаю, что делают в это время китайские курицы. Китайские курицы работают над производством нового яйца, господин Медник, в это время. Ну и теперь я понял, спасибо. Обращайтесь. Хорошо. Господин Полевой, я думаю, что вам надо пережить этот моральный шок определенный. А поможет вам это сделать, мне кажется, наш любимый кофе. Я возьму кофейную паузу. Сегодня у нас в гостях ведущий телеканала ОНТ Арташес Антонян. Добрый вечер, господин Антонян. Добрый вечер. Господин Антонян, я тут подумал, мы с вами в некотором роде коллеги получаемся. Ведь вы комментируете спортивные состязания, а я интеллектуальные.
соревнования между знатоками и телезрителями. Вы не находите, что у нас с вами схожая профессия немного? Ну, мне кажется, вам на своем месте более грустно от того, что приходится, не знаю, по моему мнению, совершенно сложные вопросы засчитывать не в пользу знатоков. Ну, например, вопрос с яйцом. Это Господин вообще Антонян, неужели вы нечто особенное. не ответили этот вопрос? Вот я уверен, Вы знаете, что... я до сих пор встаю и думаю, а сколько же китайцев в год приносят выводок вот из цыплят? Каков приплод у такой профессии китайцев? вы имеете в Примерно. виду? Насколько эта работа рациональна? Может быть, проще закупить курочек каких-нибудь толковых? Вы знаете, даже про Древний Китай был разговор, тогда сильно не закупишь. Мореплавание не развито, кругом горы, северо-монголы воинственные, поэтому, в общем-то, логика какая-то в этом вопросе существует, и жаль, что господин Полевой ее не поймал. Кстати, и еще. Я не прессую так футболистов, как вы, капитаны этой команды, ну, честное слово. Поэтому, в общем-то, Согласен. господин Митник, расскажите мне, пожалуйста, вы определились со званием лучшего телезрителя сегодня? Определился, но я хочу прежде всего посетовать на то, что нету приза, но это, правда, господину Смолику за лучший ответ. С моей точки зрения, конечно, лучший ответ – это ответ про мыльный пузырь. А лучший вопрос – это вопрос про китайцев, которые вот таким, на самом деле, достаточно своеобразным образом увеличили урожайность птенцов, кур, не знаю. То есть я считаю, что Господин это лучший Митник, вопрос. я понял ваш выбор. Вы знаете, благодаря вашему решению, видите, не зря господин Нехайчик так саркастично ухмыляется. Он знал, когда фотографировался, какой вопрос прислал знатокам, озадачил весь клуб. Кстати, по-моему, кроме господина Климовича. Только он был уверен в правильном ответе. Я поздравляю господина Нехайчика. Благодаря компании BNB Insurance он зарабатывает сегодня 1 миллион рублей. Уважаемые